Совместная трансляция с представителем компании "Дека", производителем сварочных материалов, электроды, проволока, расходка различная. Мою коллегу зовут Вика, она сегодня представляет компанию "Дека". Чуть попозже она будет я буду задавать вопросы, и она расскажет про компанию. А сейчас пару слов просто от себя хотел сказать вообще про компанию "Дека". Если зайти в любой магазин, не знаю, в Новосибирске, там, как я уже говорю, в Иркутске, да где угодно вообще, в Москве, там, в Нижнем Новгороде, везде есть сварочные материалы "Дека". И проволока, и там, не знаю, расходка. Ну, то есть дека, как мне кажется, она настолько распространена вообще в мире сварочных материалов, ну, мне кажется, знают многие. Опять же, это сейчас говорю не только про сварочные магазины. Элементарный пример, там, не знаю, проезжаем на производство на какое-нибудь, на мелкое, на большое. И, кстати, вот сегодня буду задавать великие вопросы по поводу на каких же больших, крупных производствах. Ну, вот я лично видел деку. Ну, то есть это такой бренд сварочных материалов, который в России многим знакомы. Я так понимаю, большая история и долгая история у этого бренда. Вот сейчас Вика более подробно об этом расскажет. Ну, в принципе, наверное, от меня такое вводное слово все. Тогда давай, Вик, с твоего позволения, задам тебе первый вопрос. Расскажи про историю компании, когда она образовалась и там, с чего начинался бизнес, ну и так далее. Да, Сергей, спасибо тебе в первую очередь хочу сказать за то, что ты пригласил нас, нашу компанию, поделиться своей историей, рассказать подробнее, познакомиться со своей аудиторией. Меня зовут Вика Кабанова, я маркетолог компании Дека, и сегодня буду с радостью рассказывать про нашу компанию. Надеюсь, все пройдет с пользой и очень весело. Вот, значит, компания образовалась в 2001 году, Ого, 29 ноября, да. Изначально компания занималась продажей и обслуживанием станков, но уже в 2010 году мы расширили свой ассортимент и добавили сварочную проволоку. Компания названа в честь французского математика и философа Рене Декарта, который придумал систему координат, по которой работают станки ЧПУ. То есть мы немного преобразовали фамилию, и вот тем самым получилось наше благозвучное, красивое название Дека, которое все знают. Значит, за 20 лет компания росла, развивалась, преобразовывалась, и важной вехой у нас является 21 год, когда мы открыли собственный завод по производству полированной проволоки в Санкт-Петербурге. В 23 году численность сотрудников более 100 человек, ну вот всего завода ничего и себе. офиса, да. Вот у меня сразу же такой, наверное, первый вопрос, потому что у многих есть такое представление, и у меня в том числе раньше оно было, я немножко не понимал, вот сейчас оно как раз как этот миф развеется. То, что раньше у меня было представление, дека – это китайская проволока, ну, грубо говоря, там в заводе есть, в Китае есть различные заводы, по-моему, с одного из заводов вы из Джули возите, это прям по наксам видно, то есть Да. тут ничего такого, как бы там секретов нету, и Джули нормальный, хороший завод, там хорошая сварочная проволока, тут никто ничего против не говорит. Но я стал встречать там, не знаю, вот года как раз, наверное, 2 или 3 назад уже именно российскую сварочную проволоку под брендом "Дека". И у меня все не укладывалось в голове. Как так? Оказывается, вот у вас есть завод в Санкт-Петербурге, правильно? По Да, да. У нас есть завод по производству полированной проволоки. Он открыт, как я уже сказала, в марте 2021 года. В самую пандемию мы там занимались закупкой, оборудованием, постройкой завода. Это было очень сложно, но мы справились. Наша команда с этим справилась. Основная продукция – полированная проволока, изготавливается из российской катанки по ТУ. Значит, ее отличие расскажу от амидненной Мгм, мгм. проволоки. Нету слоя омеднения в проволоке. Также это проволока сплошного сечения стальная. Вместо слоя омеднения мы шлифуем проволоку и наносим полимер, который защищает от коррозии и также улучшает свойства проволоки. Значит, также к преимуществом нашей проволоки можно отнести то, что она универсальная, ей можно варить во всех пространственных положениях, на всех производствах ее использовать, у нее есть НАКС. Также эта проволока экономичная, потому что она не забивает подающие ролики сварочного полуавтомата, каналы горелки не забивает, то есть меньше меняются расходники. Проволока экологичная, нету из-за слоя меднения нету, из-за отсутствия слоя меднения нету паров вот этих, не И сварщик испаряется этим не ничего, дышит, да, 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 да. сварщик этим не дышит. Ну, проволока, у нее стабильное горение дуги, хорошая подача проволоки, то есть это наша технология, разработанная в нашей компании, на нашем заводе.
В общем, одни преимущества у этой проволоки. Еще, кстати, очень хотела я развеять миф о том, что ржавеет проволока. Ну, то есть мы часто встречаем в работе возражение о том, что нет уже слоя омеднения, он же нужен для того, чтобы проволока не ржавела. Да, да, да. Это зависит от условий хранения катанки. В первую очередь у нас катанка хранится в закрытых помещениях, не подвержена никаким природным солнцу, дождю, снегу. И также вот вот это наше покрытие, которым мы покрываем полимер, то есть он также защищает проволоку от коррозии. Мы проводим эксперименты, у нас есть лаборатория на заводе, и каждая партия проволоки проходит тестирование, соответственно, проверяют в эксикаторе, добавляют литр воды, 360 грамм соли. Это суперкоррозийная такая агрессивная среда, и эти проволоки, образцы помещаются, и, соответственно, мы смотрим по результатам. Каждая партия проволоки проходит такую проверку, то есть у нас вот это вот, ну, мы очень гордимся своим продуктом. Круто, круто. Я сейчас на самом деле много информации полезной узнал. Ну, опять же, там от себя 5 копеек вставлю, то, что да, там, ну, наверное, многие знают и все прекрасно понимают, то, что на рынке там большое количество там сварочной проволоки либо объединенная, либо полировка. И у каждой есть, по идее, свои плюсы и минусы. Но все равно полировка, она более качественная. И на крупных производствах, там, где нужна сварка ответственных конструкций, все-таки используют... Так, что там полированная проволока, я даже не видел, только белорусскую. Оливер, это там Я подписчик. сейчас, Ага, я ну ладно. сейчас расскажу, да, 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 И, продолжай, и, в продолжай. общем, это я к тому, то, что все-таки, если выбирать между полировкой и объединенкой, полировка, конечно же, гораздо лучше. Она, да, она дороже, но она по технологическим качествам. Да, там много плюсов, и опять же, у меня там есть целое видео, где я там рассказываю про объединенную, про полированную проволоку. В общем, полированная проволока гораздо лучше, и ее используют, она более для ответственных конструкций, так скажем. То, что у нас дороже стоит, ну, цена не всегда имеет значение, цена это вообще там самый последний фактор и так далее. И там мы на Мгм. производстве тоже использовали полировку. В общем, и одно удовольствие варить. А, опять же, когда сварщик сваривает объединенной проволокой, вот я, конечно, сейчас там не скажу такой, то, что он как будто бы дышит медью. На самом деле, да, он дышит парами меди, которая испаряется, но это прям чувствуется. И когда ты свариваешь полированной проволокой, во-первых, там и шов по-другому чувствуется, и для здоровья сварщика на самом деле очень важно влияет именно полировка, потому что она более безопасна. Да, по поводу швов мы тоже делали рентгенограмму швов, вот сваренных полировкой. У нас и на сайте есть информация об этом, ну, вот этими с фотографиями прям все это размещали. Здесь написали в комментариях, успела я прочитать, что 5-килограммовых катушек не видели. Мы не производим пока 5-килограммовые катушки. У нас диаметры от 0,8 до 2 миллиметров, и, соответственно, катушки пластиковые 15 килограмм и металлические каркасы на 18 килограммах. То есть мы все равно, ну, как завод, изначально направлены на большие производства, на которых востребованы, конечно, такие вот большие катушки. Вот. Так, у меня вот такой сразу же вопрос. А по поводу вашего завода, а где он в Санкт-Петербурге находится? Просто на самом деле я сам жил, и я сейчас путешествую на Бали и нахожусь, а до этого я жил в Санкт-Петербурге, и скоро я туда приеду опять же. Вот где можно в Мгм. Санкт-Петербурге увидеть этот завод, и вообще возможно или нет, допустим, не знаю, то, вот я уверен, то, что у нас сейчас будут смотреть там, либо прямой эфир, либо запись трансляции, будут различные дилеры смотреть, кому будет интересно. Блин, а я хочу тоже заниматься сварочной проволокой дека. Для этого я бы хотел приехать в Санкт-Петербург, приехать к вам в офис, естественно, Мгм. съездить бы как бы на завод. То есть вы проводите экскурсии для дилеров, для крупных конечных клиентов. Ну, то есть это, как сказать, это открытая информация тут. Потому что сейчас же все по-разному, опять же, все, кто как к этому относится. Нет, мы, конечно, у нас наши партнеры приезжали на наш завод, мы вполне открыты, все рассказываем. Значит, он находился до вот буквально недели назад, он находился в поселке Металлострой, Санкт-Петербург, Ага. поселок Металлострой. Но сейчас у нас процесс переезда, и мы переезжаем на новую производственную площадку во Всеволожск, где был раньше завод Форд, сейчас там будет завод Дека. Вот, поэтому мы переезжаем туда. Ну, вот уже в процессе переезда он заканчивается, уже вот, считай, завершился. Скоро поменяется вся информация в картах, в Яндекс.Картах, вот это все. То есть я уже подала эти заявки все на изменения, там адрес есть. В принципе, завод сварочных материалов Дека, если забить в Гугле, в Яндексе, то будет информация по адресу, по точному. Но это, конечно, по предварительной договоренности, чтобы там выделить человека, который проведет экскурсию, все расскажет.
А вот такой еще вот сейчас тоже вот вопрос прям на уме крутится. А почему именно полировку начали производить? Там вот некоторые заводы в России, ну, мы их прекрасно знаем, и ты их тоже там знаешь, не знаю, кто там на электродах специализируется, кто только флюс делает, тот же там Керамакс, там ЕСАП, там и электроды, и флюс, и проволоку, и то, и другое, там еще какой-нибудь завод, там назовем название, ну ладно, там, не будем без имен там. А почему вы именно полировку? Ну, вот как-то вот я... Ну, мы, во-первых, долго проволокой занимались, во-вторых, полированная проволока, само производство, оно безвредное для сотрудников и более экологичное. И поэтому для нашей компании это важно, и было принято решение вообще концептуально производить полированную проволоку. Понял, понял. Там вопрос от, Еще, да, подписчика, не успела психолог в это металле. А прочесть. я сразу расскажу. Он там, я тоже его не до конца прочитал, потому что тут почему-то нет возможности. Мы потом это в записи уже можем посмотреть Мгм. все вопросы. В общем, там было написано, по-моему, про то, что там проанализируйте, грубо говоря, рынок 5-килограммовых катушек полированной проволоки, типа, ну и начните производить. Когда вы будете производить 5-килограммовые катушки полированной проволоки, чтобы на массовый рынок. Потому что, опять же, вот по своей работе я знаю, на самом деле у нас, ну, так как я тоже занимаюсь сварочными материалами, сварочными материалами, работаю там немножко в другой фирме, по своей работе я знаю то, что у нас очень много запросов именно на полировку на 5-килограммовых. Именно, ну, как вот написали для частников, для дома там элементарно. Вот, и мне Мгм. кажется, на самом деле, я просто не делал сравнения, не делал там сам статистику не подводил, у меня до этого времени не было, там, и пока это не моя задача. Но мне кажется, рынок на самом деле громадный, именно полировки на 5-килограммовых катушках. Ну, мы будем дальше развиваться, мы растем, развиваемся и наращиваем свои производственные мощности. Когда-то в перспективе я верю, что у нас будут и 5-килограммовые, и не только. В общем, не буду спойлерить, все узнаете из наших новостей. Кстати, сразу же такой вопрос. Тут, наверное, не знаю, месяца 2, наверное, ну, и я ж там тоже смотрю сайты конкурентов, там анализирую, и информация там до меня доходит, там, да и вообще там, ну, постоянно просто сводческих материалов. И я увидел то, что вы начали производить полировку именно диаметр 2,0 миллиметра. Да. И я немножко как бы, ну, вот удивился. Вот честно, вот, ну, блин, я никогда не сталкивался с полировкой 2,0 миллиметра. Куда она идет? Зачем ее? Как бы, ну, может, я что-то не знаю, не понимаю. Слушай, ну я, боюсь немножечко дезинформировать. Не знаю, почему было принято такое решение, но ее используют. Ее как бы покупают, эту проволоку. На каких-то производствах, видимо, она используется. Ну, то есть это единственное, что я могу объяснить, почему ее начали производить. Ну, то есть, как я понимаю, то, что она идет, наверно, сварка под флюсом 2 миллиметра, потому что всё равно 2 миллиметра — это такой серьезный диаметр. Ну, в общем, я пока тоже вот, не могу понять. И нам там написали то, что Оливер производит именно 5-килограммовый, ну, Оливер белорусы, ты их, наверно, тоже Мгм, прекрасно да. знаешь, производит 5-килограммовую полировку, и у них, типа, она хорошо идет. Ну, на самом деле, да, я не сомневаюсь. Оливер вообще, ну, Оливер мне тоже нравится бренд. Да, прекрасный бренд. Мы тоже с ними очень знакомы и как бы знаем, следим за ними. Если вернуться еще к китайским заводам, вы возите только, ну, опять же, там, я не знаю, это коммерческая тайна, Мгм. некоммерческая, вы возите только с завода Джули или нет, или еще какие-то другие заводы есть? Потому что я, опять же, я в этом времени не А, уделял, и я, по крайней мере, а, видел в НАКСах написано Джули, как бы, и Ну, на объединенную проволоку, да, мы всю возим с Джули. Тоже нужно рассказать здесь. Значит, у нас очень длительные с ними отношения, мы давно работаем. На заводе есть представитель нашей компании, который следит за качеством и за производством проволоки. То есть мы уверены в каждой партии и предоставляем для наших конечных потребителей, для предприятий по лучшей цене самое классное качество. Вот. Другой ассортимент у нас, помимо объединенной проволоки, также, ну, вообще всего у нас 18 товарных групп и больше 250 наименований ого, разной продукции. Да, больше 250 SKU. Значит, помимо объединенной проволоки у нас есть также нержавеющая, алюминиевая, порошковая самозащитная для сварки без газа и порошковая газозащитная для сварки в СО2, углекислоте. Значит, эту остальную проволоку, ну, на других заводах, ну, везде в НАКСах, где у нас есть НАКСы, то есть на аммитнёнку у нас, например, на всю есть НАКСы. На нержавеющую проволоку, ну, там на некоторые есть, на некоторые не требуется НАКС особо нам. Вот, то есть везде, но основной, конечно, да, с Джули, вот объединёнка — это Джули.
Вот, также хочу дальше про наш ассортимент, раз я уже начала Давай. рассказывать. Значит, у нас есть еще горелки сварочные разных размеров, вся расходка к горелкам у нас есть, сопла, наконечники, каналы, все это тоже Видел представлено, это все, очень да. удобно, да. У одного поставщика все покупать. Также у нас есть продукция для тик-сварки, это вольфрамовые электроды, нержавеющие алюминиевые объединенные прутки. И вот новинка 22 года — это сварочные горелки для тик-сварки у нас тоже появились. Есть нержавеющие электроды для ручной дуговой сварки 308, 308, 408, 308. да, да. И также есть большая группа, это сварочная химия российского производства, это антипригарные жидкости, антипригарная паста для окунания горелок, чтобы продлить срок службы, и травильная паста для нержавеющих сталей. В общем, такой очень широкий ассортимент. Стараемся закрыть все потребности наших клиентов. У нас это получается. В общем, развиваемся, растем, добавляем постоянно новые какие-то позиции. А я вот, по-моему, не услышал или у вас этого нет, флюс сварочный? Нет, По-моему, нету. нету? Понял, Нет, пока понял. нету. Ну, потому что, как я думаю, то, что и, ну, и, наверно, вообще там ситуация на рынке, там, в связи с последними событиями, которые произошли весной этого года, многие американские, европейские поставщики ушли. Так, Дмитрий Нинартович, приветствую. Многие поставщики Здравствуйте. ушли, и сейчас большая, как сказать, ну, большой дефицит, на самом деле, хорошего сварочного флюса. И там, конечно же, его там вывозят через Казахстан там, или с Европы все так же привозят, только сейчас цена совершенно другая там уже становится. Ну, в общем, по флюсу сейчас в России у нас там есть пару производителей, но они цены сейчас ломят. Ладно, это не будем о них. Это я так просто как бы ремарочку про Не, ну флюс. про флюс тоже интересно, потому что, да, пока его у нас нету. Понял. Так, так, Джули, это основа для вашей проволоки. Такая проволока бывает нормальная, бывает та же самая, по качеству плохая. Перестал ее покупать, этот бренд. Просто дело в том, то, что я просто отвечу психологу в металле. Ну, я Мгм. просто со своей стороны. Вот есть завод Джули, я о нем много слышу, и на самом деле завод Джули поставляет, как бы сказать, оригинальную продукцию на российский рынок, да и не только на российский, и на другие рынки там Европы там, и так далее, Азии. И также завод Джули продает под OEM, под различными брендами. Ну, то есть, грубо говоря, я сегодня организовываю фирму «Шараш Монтаж», звоню на завод Джули, плачу деньги, и под моим брендом там выпускается сварочная проволока. Ну тут, как сказать, и тут палка такая о двух концах. Те поставщики, которые работают в долгосрок, которые планируют развитие бренда, у которых сложили хорошие там отношения с Жули, которые закладывают именно качество, потому что мы прекрасно знаем Китай. Сколько ты заплатил, то ты и получил. Ну, то есть там за $100 ты можешь получить хороший товар, но ты можешь точно такой же товар получить там за $50, но он будет там, ну, плохого, так скажем, качества. И тут как бы завод Жули уже, ну, как я прекрасно понимаю и думаю, то, что какие-то поставщики берут очень дешево и быстренько это продают и зарабатывают. Кто-то намеренно работает в долгую и развивать бренд, и поддерживать качество клиентов там, и так далее. Ну, то есть это, опять же, это нормально, так многие китайские заводы работают, и многие так в России работают. То есть это не значит то, что там с завода Джули какая-то плохая проволока. Нет, что заказали, то и привезли. За что заплатили, как бы, то и привезли. Если заплатили нормально, хорошую цену и, как сказать, обозначить те технические характеристики, которые должны быть, то и привезут такой товар. А если заплатили там очень-очень дешево, как часто бывают некоторые, опять же, производители, что-то очень-очень дешево купить в Китае, сюда привезти, и тут уже вот так вот продать, то, естественно, там будет проблема. И по поводу там объединенной проволоки, я тоже слышал там много мифов, и даже сам пару раз видел, когда там объединенная проволока приезжает с какого-либо завода, грубо говоря, в Россию, она плывет там по морю 2 месяца, либо по ЖД, и она приходит уже вся ржавая. Ну, извините меня, вы как бы сами виноваты, то, что вы там 3 копейки заплатили за такое качество, и что же вы хотите там, ну, это, опять же, это нормальная история. Да, ну и опять же у нас наш представитель, мы ему очень доверяем, который там контролирует весь этот процесс, и никогда никаких накладок с ним не было. То есть это тоже важно, когда твой человек работает на заводе и как бы, ну, контролирует это все. Все правильно. Опять же, так, не знаю, по опыту там предыдущей компании, где я работал, вот у крупных фирм, кто занимается импортом с Китая, всегда есть свои люди, которые, ну, обеспечивают, во-первых, контроль, постоянно обратная связь, потому что Китай — это хорошо, завод — это
это хорошо. Но когда есть там свой человек, который находится там, который проверяет чуть ли не каждую партию, там, это, допустим, там, пример по сварочному оборудованию, который приходит на завод, который уже находится на этом заводе, берет любой аппарат, при них это проверяет. То есть там даже двойной контроль. Сначала идет контроль ОТК от самого завода, потом этот человек все проверяет. Ну, то есть это нормально, и у крупных фирм, поставщиков в России, там, различного и сварочных материалов, и сварочного оборудования, там, и всего остального. Товар, деньги, товар. Карл Маркс рулит. Ну да, тут как бы классика, капитализм, тут ничего такого. В общем, ладно, Я хотел задать вопрос, Вик, такой. Я там, ну, как бы прекрасно понимаю, как купить, там, не знаю, сварочную проволоку Дека. Вот опять же, нахожусь я в Красноярске, либо в Ачинске, либо в Боготоле, есть такой город в Красноярском крае. Ладно. А вот как подписчикам, ну, тем людям, которые не знают, где они могут купить сварочную проволоку или сварочные материалы, или весь ассортимент Деки, где они, как сказать, узнали, где там узнать дилеров или напрямую, вот, ну, как, такие простые вещи. Я Да, спасибо за вопрос. Я поняла. Значит, у нас на нашем официальном сайте «Проволока Днепр» через представителей по всей России. У нас очень большая региональная сеть складов, всего 9 складов. Самый восточный — Ого. Новосибирск, самый южный — Новороссийск. Сейчас перечислю еще все остальные. Значит, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Набережные Челны, ну и вот Новосибирск и Новороссийск. Вроде никакие склады не забыла. Вот, да, у нас в основном наша модель продаж простроена это через представителей региональных, соответственно, дальше они там уже в розничные магазины и на предприятия отгружают. Также нашу проволоку можно купить на всех маркетплейсах самых крупных. Мы, ну, представлены тоже через представителей. Озон, Wildberries, все инструменты, Яндекс.Маркет, там у них удобная доставка, логистика. И, соответственно, как раз вот в город на Б, который я в Красноярском крае, который ты произносил, я не Боготол. запомнила. Вот, там точно можно купить проволоку через маркетплейсы. Вот, также мы еще представлены, ну, то есть мы экспортируем проволоку в Беларусь, в Казахстан, в Ого. Армению, в ближайшее зарубежье. То есть, да, у нас бренд известен и за пределами России. А как там Оливер на это смотрит, то, что вы туда свою сварочную проволоку? Оливер, наверное, думает, то, что Беларусь вся их, и туда, наверное, как сказать, не Ну, ждут никого. ну, смотрят белорусы, мирные люди, нормально Ну смотрят. да. Но я Ну просто ладно, сама из Беларуси, Ага. поэтому сейчас чуть-чуть гимна нашего процитировала. Понял. А такой вопрос тоже. И, кстати, и наша компания тоже, вот у нас там самый дальний склад, это, хотя нет, у нас есть и дальше. Так, сейчас секундочку, я свой вопрос чуть подальше. Сварочные материалы, особенно отечественные, в последнее время Мгм. подорожали на 5-10. О, расскажи про цены, сразу же вопрос такой. Потому что многих, ну, как бы, это хороший, нормальный вопрос. Ну, многих это влияет. Экономика не только там личного кармана и, там, не знаю, маленького производства, большого производства. Что с ценами у вас там? Ожидается, не ожидается повышение? Если, или наоборот, может, понижение будет в ближайшее время? Как? Ну, мы сейчас оперативно подстраиваемся под нынешнюю ситуацию в мире и стараемся быть в рынке. Мы все равно стараемся соблюдать этот баланс цены и качества, ну, чтобы все были довольны. И нам было хорошо, как компании, и нашим потребителям также было хорошо. Ну, вот ситуация меняется ежедневно, ты же сам знаешь, На ну, самом что деле, сейчас да, да. происходит. Поэтому мы гибко и очень оперативно подстраиваемся. Потому что, ну, опять же, ты правильно говоришь, во-первых, и курс доллара скачет, потому что все равно логистика, и эти фракты постоянно. Сегодня цена одна, завтра другая. Там вчера мы везли по морю, послезавтра мы везем напрямую там поездом, и цены постоянно разнятся, растаможка там. Ну, в общем, все это накладывается, и некоторые, как сказать, бытует такое мнение, вопрос запретный. Нет, это не вопрос запретный, просто бытует такое мнение, то, что производители, не знаю, там, сварочного оборудования, сварочных материалов наживаются 3 конца на конечных потребителей, продают там, не знаю, там, с такими, как сказать, с такой маржой, там, 500%, все ходят в золоте, ездят только на «Мерседесах», там, я не знаю, и так далее. Ну, есть такое, как сказать, ну, блин, такой миф, и я часто его вижу, не только там работая там в этой компании, там, работая вообще в других компаниях, когда какое-либо повышение. Опять же, тут нужно понимать то, что
про курс доллара, к которому мы привязаны, хотя мы там якобы не привязаны, но мы все равно к нему привязаны, про логистику, про элементарные законы бизнеса. Если ты сегодня купил за 100 рублей, а там подорожало в Китае за 120, ты не можешь продавать сегодня там в России, грубо говоря, за 100 рублей, потому что у тебя не хватит на следующую партию взять элементарно этой же проволоки. И как бы бизнес, вообще любой бизнес подразумевает то, что как, ну, зарабатывание денег, тут ничего такого как бы плохого нету, все так живут, и к этому нужно относиться нормально. И люди, которые более в этом разбираются, ну, как сказать, когда все факты вот налицо, и тогда нет такого обманчивого мнения, то, что производители наживаются, в общем, там, 5 концов на простых, бедных, там, конечных пользователей. И цены ломят, и каждый день там повышают цены. Не по своей вине они это делают. Да, да, полностью согласна. Спасибо, что ты так все разъяснил. Вопрос, Прям очень понятно. вопрос такой по поводу складов. А почему у вас нету склада в Красноярске? Вот у вас Новосибирск и все. А вот там, не знаю, Красноярск, Иркутск, там, Владивосток крупный, ну вот как бы, или там Мгм. спроса нету, Ну, или пока логистика, мы может, дорогая. проводили исследования, ну, то есть у нас вот эти города, они и из Новосиба или из Екатеринбурга могут забирать, то есть по логистике. У нас мы работаем там и с транспортными компаниями, и как-то вот выстроено это все. Дальше, еще восточнее Новосибирска, пока мы не открываем склады. Пока, опять-таки пока. Знаешь, у меня такие вечер интриг. Понял, понял. Кстати, а чем ваша компания отличается от других компаний? Ну, опять же, на рынке Мгм. сварочных материалов в России, да куча компаний, кто продает, нет такого дефицита. На самом деле, придешь в любой магазин, там, на любой цвет, вкус, электроды, проволоку, да все что угодно. Ну, как бы, какие у вас бонусы, какие у вас фишки и, ну, не знаю, вот как-то так. Ну, значит, первое — это вот про наши склады, то, что мы покрываем 70% территории России своими складами. У нас очень удобно, выстроена вся логистика, и мы, соответственно, можем нашим партнерам, давать ценовое предложение разумное, да, и за хорошее качество нашей проволоки. Второе — это то, что мы, очень давно на рынке и как бы имеем тоже очень большой опыт, работаем и с заводами, и с контрактными, то есть это тоже наше преимущество. И третье — это то, что мы не просто торговая организация, а у нас есть свое производство, свой завод, мы создаем новые рабочие места в России, то есть, ну, это тоже очень важно и отличает нас. Ну, еще есть много других фишек, про которые я уже не буду рассказывать, это уже при партнерских отношениях, инсайдерская информация, вот. Понял, понял. И вот такой вопрос сейчас про референсы. Обычно там, не знаю, компании, опять же, кто связан со сваркой, они часто любят на свой сайт вешать там: мы работаем с «Газпромом», мы работаем там, не знаю, с РЖД, мы работаем там с Роскосмосом. Хотя как бы «Газпром», РЖД и Роскосмос не покупают ни сварочное оборудование, ни сварочную химию, ни, там, ни сварочную. Ну, как бы у вас какой-нибудь такие, ну, не знаю, там крупные предприятия, там какой-нибудь там завод такой-то, такой-то. И, ну, обычно все этим хвастаются, и опять же, это нормально, это хорошо. Там то, что вы там поставляете туда-то, туда-то. Мгм. Мы работаем, у нас вообще больше 2000 партнеров по всей России. И вот так вот сходу сейчас я как-то не могу, какое-то Понял, понял, понял. предприятие назвать. Я знаю, что их очень много. И, конечно, все равно основные наши, партнеры — это торгующие организации, которые уже потом дальше распространяют конечникам и заводам каким-то. Не связывайтесь с РЖД, Дмитрий Нинартович. Вот, то есть, поэтому очень многие, мы тут проводили, анализ таможенных статистик в этом году, в прошлом, ну, в 22-м, Мгм, мгм, мгм. 20% рынка вообще импорта из Китая или вообще, или из Китая, или всего вообще импорта. Ну, в Мгм. Ну, 22-м году ага. там импорт практически был равен и из Китая, и всего. В общем, компания Дека занимает 20% импорта. То есть каждая пятая катушка, по сути, ввезенная, то есть каждое, можно заявлять, что каждое пятое предприятие использует проволоку Дека, потому что, ну, Круто. это очень большая доля, когда есть очень много компаний, и, в общем, мы прям такими лидерами являемся, которые подтверждаются цифрами, вот это лидерство. И это очень приятно, очень ценно. Ну, опять же, как я говорил в самом начале, мне кажется, деку знают все. Ну, вообще, ну, как сказать, Да. кто вообще связан со сваркой, ну, реально, деку знают все. И тут не нужно придумывать велосипед, либо там как-то расхваливать. Там на любом производственном предприятии, там, не знаю, в любом магазине есть дека. Там любой какой-то ассортимент, связанный с декой. Это, опять же, нормально. Так, что-то у вас хотел спросить про сертификаты.
видел, у вас НАКСы есть, а вот там, не знаю, всякие там «Газпром», РЖД, судостроение, там какой-нибудь «Прометей», там что-нибудь, пока ну или как, кстати, это опять же Ну, как-то они нам не требовались в работе. У нас и так нашу проволоку знают, и качество ее знают, и те предприятия, которые используют, они не требуют. То есть полированная проволока сейчас в процессе получения речной морской регистр сертификата. Ну, возможно, там в о, дальнейшем, молодцы. да, и «Газпром», и что-то еще будет, ну, чтобы развивать вот это наше производство. А так у нас, да, НАКС, ну, вот проволока, они, в принципе, на сайте все Да, да, указаны, я видел, какая видел. проволока аннексирована. Да, спасибо, что ты готовился к нашему, Я еще к нашей трансляции. В «Ютубе» Да, еще увидел то, что некоторые блогеры-сварщики, получили вашу проволоку, по-моему, да. не электроды были даже, а прутки, я уже не помню, если честно. Ну, в общем, они тоже делают, как сказать, ну, обзоры пишут, там, Да. снимают, и, опять же, это нормально, это этим все занимаются. Это Ну, мы, да, мы активно работаем с лидерами мнений, отправляем проволоку на тестирование и омедненную, и полированную тоже. Также вот мы участвуем всегда в выставках. Велдекс — это как бы вообще само стандартно собой, еще. да. Да, да, это прям ни года без нашего красного красивого шара, который висит над нашим стендом. То есть, ну да, развиваемся в этом направлении, потому что нам важно получать обратную связь и честные отзывы от, ну, потребителей конечных, ну и, конечно, упоминаемость бренда, чтобы еще больше людей знакомились с нашей продукцией. Это тоже очень важно. Круто, у меня прям вопросов нету. Сегодня много полезной информации узнал вообще для себя там и про этот бренд, про я думаю, многим будет интересно потом посмотреть в повторе, в записи. Нас уже там смотрит 5 человек, там 2 лайка. И я думаю, в записи это очень-очень много наберет просмотров, будет популярен сам этот эфир. У меня, наверное, вопросов больше нету. Спасибо большое, то, что уделили время. Спасибо лично тебе, то, что подготовились, то, что такая крутая была презентация. Все, у меня нет слов. Да. Сергей, тебе тоже спасибо еще раз за приглашение. Спасибо зрителям, которые смотрели нашу трансляцию и будут смотреть потом в записи. Я в конце еще хотела сказать, что у нас есть, мы есть в социальных сетях, ВКонтакте, в Дзене, также на официальном сайте будет ссылка в описании. Если какие-то есть дополнительные вопросы, пишите мне туда, я буду на все отвечать. Также вступайте в нашу группу. Добро пожаловать в наше комьюнити. Еще раз спасибо за то, что вот вы ой, так приятно. Психолог ментальный. Тут Кстати, пишут как раз. да-да-да-да-да. Вик, Да, потом это после очень этого приятно. эфира там весь чат сохранится, ты потом его посмотри и ответь на вопрос там, либо уже, ну, Да, как-нибудь ты конечно. уже сама там сориентируешься. Да, да, я обязательно отвечу на все вопросы. Спасибо еще раз большое. Все так чудесно прошло. Зря переживала и волновалась. Да. Ну что, Дмитрий Нинартович, Дмитрий Боготову привет, РЖД вагонному депо, он просто там работает. Ну, по крайней мере, когда я знал, он там работал. Тоже привет. Вик, тебе спасибо большое за этот эфир. Да, Спасибо наверное, тебе все тогда. тоже. Если у Да, вас будут все, какие-то пока-пока. новинки, либо захотите еще что-то рассказать, то давай также повторим потом это все. С удовольствием, да. Все, Хорошо, все, пока-пока. Всем пока. спасибо, да. Всем спасибо подписчикам, то, что смотрели.